Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад на неделю с 5 по 11 августа или события ближайшего будущего. Давайте узнаем, что нам покажут карты, какие энергии они видят для вашего знака зодиака в эту неделю. И в нашем традиционном раскладе, ух ты, карта императрица. С одной стороны, надейтесь сами на себя. С другой стороны, может быть, решаются вопросы либо денег, либо недвижимости или вашего места проживания, вопросы, связанные с вашими детьми, ну и вашего статуса по личной жизни. Здесь что-то может быть очень важное. И знаете, много карт, колесо фортуны, старший аркан. Посмотрите, между двумя старшими арканами, колесо фортуны и карта императрица, много каких-то мнений, и вам предлагают хранить молчание о себе, о своих планах, не рассказывать никому. Или где-то принять какое-то важное решение вам предстоит, и его как бы переложить на практику, как это может быть осуществлено. Здесь нет места каким-то сырым идеям. Или, мои дорогие, здесь нет места на этой неделе тому, что эфемерно. Здесь есть место тому, что надежно. И где-то вам подыгрывает судьба, и поэтому будьте внимательны, что-то здесь может, правда, для вас важное происходить. Ну ладно, это те карты, которые выпали сами. В нашем еженедельном прогнозе давайте мы зададим традиционные вопросы. Первая карта, что важно знать, или какие энергии будут преобладать, какая сфера жизни для вас, мои дорогие тельцы, ну, получит продолжение, или чем придется заниматься, больше времени уделять. Итак, что важно знать для тельцов с 5 по 11 августа? Чего не избежать или неожиданности, к чему быть готовому, что может быть, чему сейчас не время, или что вам может помешать, какие энергии вам будут помогать, что скрыто, может быть, вы чему-то не придаете значения. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергия финансов и личная жизнь. Что же будет важным? Тут два направления. Где-то это всегда недостаток по пятерке пентаклей. Пятерка всегда, и в принципе любая карта 5, своеобразный недостаток. Вот здесь два момента: недостаток взаимопонимания и недостаток финансов. Есть, видимо, какая-то история ваша финансовая, которая может не радовать. И это нам не говорят, что денег нет. Может быть, и был приход денежный, но были и большие траты. И тогда вас это не радует. Вы пытаетесь как раз закрыть какие-то финансовые вопросы. У кого-то это может быть, когда... Может быть, в личной жизни, не обязательно с вашим любимым человеком. Это могут быть и родственники, и дети, и внуки, да кто угодно. Есть какие-то люди, человек, с которым важно будет установить взаимопонимание. И вы будете решать вот этот ребус, который где-то лежит в плоскости отношения финансы. Вам нужно какой-то вопрос именно уравновесить, привести к какому-то балансу вот за эту неделю. Чего не избежать? Ну вот, пожалуйста, перевернулась нам эта карта, король жезлов, но карты живут своей жизнью, и нам вновь выпадает эта карта. Вы знаете, это как неожиданность, могут быть какие-то решения конкретного человека. Король жезлов это харизматичный лидер или духовный лидер, но это тот, который может настаивать на своем решении или видении процесса вот именно в том ключе, как видит он. Это можете быть и вы, конечно, и где-то вам хочется именно продавить какую-то свою ситуацию или осуществить, или пройти путь вот именно по своей траектории. Неожиданность может быть как и известие, мои дорогие, что мы вынуждены принять и какую-то, ну, как данность, какое-то событие или какую-то информацию. Здесь у каждого будет по-разному. У кого-то это может быть конкретно человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент, или он находится в этих энергиях. Как лидер он пытается вам давать советы. Такое тоже может проиграться. Кстати, мы не всегда знаем, даже наши партнеры, какие имеют асценденты, потому что для этого нужно знать
точно время рождения. Увы, не все это знают. Или человек, который, может быть, занимает какую-то должность, будет вам говорить, рассказывать, что существует какой-то четкий регламент. Если, предположим, у вас намечаются походы в инстанции к чиновникам, то вот здесь может быть и чиновник, который будет говорить, как вам нужно действовать. Или, опять же, есть какое-то желание, что вы хотите осуществить, и какие-то в связи с этим желанием будут приходить новости, и тогда вы, скорее всего, с учетом пятерки пентаклей, можете быть чем-то недовольны. Что-то не стыкуется лично в вашем расписании, и вы будете искать варианты, как сгладить эти острые углы, либо осуществить желаемое. Вот где-то вокруг таких вопросов может пройти неделя. Чему сейчас не время? Прекрасная карта, карта благополучия, десятка чаш, карта взаимопомощи. И правда, у кого-то могут проиграться те ситуации по деньгам, когда деньги пришли и ушли. Все же не только нам здесь про приятные эмоции, а еще и про теплый уютный дом, или про взаимоподдержку, взаимовыручку. И если мы говорим, кстати, чему сейчас не время, вы не должны себя, мои дорогие тельцы, вогнать в какой-то минус финансовый. Только лишь из-за того, что, может быть, какую-то тему сложно проговорить или сложно кому-то отказать. Вы точно знаете, что будет воспринято в штыки. Две карты. И мы тут с вами говорили, что, может быть, и близких касается. И тогда карта говорит, и тем не менее тебе придется проговорить свои возможности и, возможно, как раз скорректировать именно финансы, таким образом, чтобы себя не обнулить в первую очередь. Для кого-то это может быть просто банально. Вы дома хотите что-то улучшить, сделать ремонт. Ваше ближайшее окружение видит как-то по-своему, а у вас сейчас по ресурсам нет такой возможности, и вы можете какие-то ремонты или улучшения, такое качественное, с фурором, отложить на потом и сказать, что нет, сейчас у меня к этому нет никаких вариантов. Все же не время, будем говорить, рисковать своим благополучием, мои дорогие. Какая-то продуманность, как и в общении с людьми, так и буквально в математическом подсчете финансов. Это будет важная тема на этой неделе. Ну вот как будто так. Что вам будет помогать? Вы знаете, что вам будет помогать? Вот я бы сказала, вот эта карта в этой колоде. Обратите внимание, девушка сидит, и если пятерка, еще одна пятерка, есть какой-то недостаток. Причем явно недостаток по эмоциям приятным, это точно. С нами не согласны. С нами, если не спорят, то могут, знаете, ну как обижаться, дуться на нас, потому что не получают кто-то желаемого. И тогда вот эта карта, эта девушка, обратите внимание, как будто лениво протянула ножку и переворачивает вот эту чашу. А это не что иное, как прообраз наших эмоций негативных. Она выливает вот в этот эмоциональный омут. И как канет в лето. И перестанет иметь значение. Все самое ценное возле нее, в одной чаше. А эти три пусть пустые, но и это, хоть она и полная, но это то, что мешает. Это то, что вам добавляет какую-то тревогу или какие-то сомнения, то, что не способствует вашему прогрессу или осуществлению плана. Вот то, что возле вас, то вы сами, мои дорогие тельцы, будете важны на этой неделе. Вы сами себе только способны помочь. Понимаете, куда я веду? Но с учетом, что у вас все же десятка чаш, прекрасная карта выпадает в позиции «чему сейчас не время?». А как ни странно, пятерка чаш выпадает в позиции «что помогает?». Я вам скажу. Вам придется стать прекрасным актером. Вам придется научиться надевать маски. Иначе какое-то недопонимание может перерасти в скандал. Вам придется красиво, элегантно уходить от каких-то спорных вопросов или, может быть, конфликтов, и причем изображать из себя некоторое равнодушие или одеть маску непонимания, или надеть маску озадаченности, что ваши проблемы не решаются, и вас эта тема поглотила, даже она вас и не поглотит, но в чем-то, значит,
продемонстрировать с большим эффектом вам придется. По крайней мере, вам это будет помогать. И даже если вы за собой никаких лицедейских качеств не замечали, то карта однозначно говорит, что вам это поможет. Иначе нет, понимаете, какой-то стройной концепции. Вы думаете, в своем каком-то ключе, а те, которые ваши близкие, или те вопросы, может быть, и по работе, которые вы решаете, там думают иначе. И ваша где-то хитрость, вам буквально изображение апатии, или то, что вы по самое не хочу, погружены в какие-то свои сложные дела, вопросы, какие-то душевные коллизии и коллизии по финансам. По крайней мере, вам это надо транслировать, где-то преувеличивать даже, я бы сказала. Тогда, может быть, кто-то, если не проникнется, то примет вашу точку зрения как, какое-то препятствие, что он сейчас не может получить что-то желаемое. Или буквально осуществить какой-то вау-проект, или, может быть, по какой-то работе. Ведь тут может быть ситуация, когда вам придется решать свои вопросы. А на работе руководство наметило вам дать какие-то дополнительные обязанности. И вы никак не можете сейчас тратить время не на себя, а на какую-то рутину. И вам нужно уйти. Тогда тоже нужно подойти к руководителю и сказать: «Боже, у меня сейчас так все плохо, я просто не знаю, в каком направлении двигаться. Прошу меня понять, я всегда за, но в этот момент у меня действительно очень сложная какая-то ситуация». Я, к примеру, как экспромт, потому что вам это помогает. Что скрыто? Вам нужно скрывать свои намерения. Королева Пентаклей, мои дорогие, ведь это карта вас самих. Что скрыто? Это ваши какие-то тайны. Они должны быть. Не получится играть в открытую. У каждого своя тут может быть игра в эту неделю. А ваша задача продумать как раз свой какой-то план и оттолкнуться, и заниматься как раз тем, что для вас будет на эту неделю как бы наиболее важно. От своих каких-то желаний оттолкнуться, чтобы не допустить как финансового какого-то нуля, так и не допустить недопонимания. Королева Пентаклей та, которая умеет из хаоса создать порядок. Вот вам этот хаос придется где-то разобрать и создать свой порядок, и никому об этом не говорить. Будьте на своей волне. Правда, какая-то ваша игра. Как бы это ни звучало, но как раз в этой позиции карта продолжает все то, что я сказала по пятерке чаш, в плане, что вам помогает. Дела, работа, бизнес, повешенный. Какая-то ситуация действительно по финансам для вас может быть, или по финансам, вот если мы говорили, или по работе она как застыла, замерла. Или, может быть, у кого-то это с документами. Сейчас не получается что-то решить. И здесь сколько себя не форсируй, что-то ускорить невозможно. Но для кого-то эта карта будет подсказывать другой момент. Не бери на себя обязательств. Иначе ты будешь в этом подвешенном состоянии. Может быть, законы так работают. Когда вы подписали какие-то документы и из желания помочь кому-то, но этим себя, ввергли в какие-то вопросы, которые будут задавать уже не кому-то, а вам. Тут действительно что-то нужно просчитывать. И вам, кстати, люди, о своей игре никто не скажет ничего. Поэтому здесь кто кого может быть. Есть какой-то недостаток, от которого каждый пытается уйти методом того, что, может быть, другой на что-то согласится. Почему-то вот такая тоже я не могу исключить эту ситуацию. У кого-то по работе, у кого-то по части личной жизни, у кого-то по части согласований. Будьте великим актером. Улыбайтесь, но это, знаете, как быть проницательному и совершенно непроницаемому. То есть вы не должны быть открытой книгой, которую люди свободно читают. Есть какая-то ситуация также, которую вам нужно рассмотреть под другим углом. Финансы. Вы примите какое-то правильное решение. Вы сейчас в сильной позиции, и ваша задача как раз заниматься теми вопросами, которыми вы предпочитаете. Если финансы, значит решать их в том контексте, как вы это видите. От начала до конца сохраняйте себя, мои дорогие тельцы. И вы найдете не один способ дополнительный каким-то образом изменить ситуацию.
любую абсолютно по финансам, в том направлении, как вы этого хотите. Правда, сильная позиция, мне нечего добавить. Я могу допустить, мы много уже об этом сказали, что у кого-то может быть и недостаток финансов, у кого-то и получение финансов может быть в достаточно большом объеме, а они все равно растворились, вы куда-то их потратили по тем или иным причинам. Так вот, теперь какая-то новая концепция, как и на ваш труд, может быть, и последующие действия, так и новая концепция на финансы. Для вас это имеет на этой неделе принципиально важное значение. Помните, вы должны буквально сохранить себя. Личная жизнь. Ух, десятка пентаклей. Вот прекрасно. Какое-то есть взаимодействие с вашими близкими, детьми, внуками, родственниками, с вашим любимым человеком. Телец все вот каким-то мудро хитрым способом перевернет так, как он считает нужным, и получит желаемое. Вы решите все равно все вопросы, но так, как вы хотите этого. Для кого-то из вас уйти, правда, или зарешить финансовую ситуацию. Для кого-то это может означать помощь вашего близкого человека. Все равно, значит, достигнете консенсуса или взаимопонимания как раз вы достигнете. Но все равно, мои дорогие тельцы, сделать это как будто нужно совершенно другим способом, отталкиваясь от того, что важно вам. Почему так говорю? Телец всегда всем помогает, а себя оставляет на потом. Вот здесь всех оставить на потом, а себя поставить на первое место и никому об этом ничего не говорить и никому ничего не объяснять. Научиться одевать маски. Вот как-то так. Перекладывайте на себя. Вас порадует эта неделя, мои дорогие, потому что вперед к изобилию, процветанию, но в каком-то новом контексте. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.